Приветствую вас, мои хорошие, на канале Таро Сила Духа. И сегодня у нас онлайн-гадание, расклад на Таро на один вариант. Какая она, твоя любовь? Как себя чувствует мужчина рядом с тобой в отношениях? Работать будем на Таро иллюминатов и в помощь психологически оракул «Берега любви», который я использую в личных раскладах. Кому необходима помощь, кому необходимы ответы на вопросы, обращайтесь, пишите в WhatsApp. Чем смогу, помогу. Итак, речь пойдет у нас об отношениях не тогда, когда ты любишь мужчину, но молчишь, а тогда, когда у тебя уже что-то с мужчиной такое происходит, где ты имеешь возможность самовыражаться, да, простраивать какие-то отношения с мужчиной. Вот именно это мы и будем смотреть. Как себя чувствует мужчина рядом с тобою в отношениях. Тогда, когда ты его любишь, да, когда ты с ним выстраиваешь именно романтические, не деловые отношения, а романтические. Поскольку расклад на один вариант, сейчас очень внимательно послушай предварительную диагностику, чтобы понять, твой ли это расклад и будет ли в этом общем раскладе информация для тебя. Как тебя сейчас видят высшие силы? Что ты за человек? Одиноко. Одинокий победитель, лидер, вырвавшийся вперед, человек, который перерос свое окружение, человек, который много страдал, в частности, наверное, от непонимания людей. Но потом человек этот принял тот факт, что ты не гривенник, чтобы всем нравиться. И совсем не обязательно, чтобы тебя понимали. Этот человек ставит себе цели в жизни, к этим целям двигается, к этим целям идет. Единственное, что, и у него все получается, единственное, что может быть исключенным из такого, знаешь, масштабного социального общения, да. То есть мало общения, мало близких людей, мало понимания. Может быть, из-за того, что ты так вырвалась вперед, да, люди перестали тебя понимать, принимать, может быть. Ну-ка, что еще с тобой такое происходит? Ушла в себя, вернусь не скоро. Ты сделала какой-то выбор. Выбор пойти в какую-то самореализацию. Или сделала, знаешь, какой выбор? Я выхожу из позиции жертвы, я выхожу из привычной зоны комфорта. Здесь могло быть расставание с человеком, с мужчиной, с мужем, уход с работы с какой-то. В общем, ты ушла от чего-то привычного, что было стабильно, что было комфортно для окружающих. Например, твои родители были спокойны, ну замужем же она у нас, и слава богу, да, вот. Но потом ты сделала выбор про себя и для себя, да. То есть тебя подвели к той черте, где тебе было нужно выбрать. Или я сейчас выберу себя, или я уже махну на себя рукой, да, и ты выбрала себя. Есть момент какого-то неприятия, непонимания окружающими твоего пути, твоего выбора, твоего решения. Но здесь ты выходишь у нас, ты выходишь у нас в ряды наставничества. Человек на уровень переросший, да, возможно, своих сверстников, своих ровесников, своих окружающих, может быть, своих даже близких людей, по степени осознанности, по степени наполненности. Здесь идет какое-то понимание, да, знаешь, есть такая, не знаю откуда поговорка, кто понял жизнь, тот не торопится, да. Вот ты тот человек, который понял жизнь. У этого человека есть свои цели, есть свои принципы, есть свои идеалы, есть свои устремления. И стремишься ты, конечно, только вверх. Здесь речь больше сейчас не о материальных благах, хотя у тебя может сейчас какое-то продвижение и в этом вопросе быть, да. Но больше ты сейчас думаешь о душе, о высоких материях, о смыслах жизни, о поиске пути своего жизненного предназначения. Да? Вот это все у тебя в фокусе внимания. Поэтому обыватели, давай так скажем, могут тебя не совсем понимать, и даже у тебя могут быть конфликты на этой почве. То есть, с одной стороны, ты уже отчасти приняла, что да, меня могут не понимать, да, мое решение для многих дискомфортно. Ну, я это понимаю, как бы бог с ним, что делать? Это необходимое такое, да, это то, что нужно пережить было, то, что нужно было, с чем нужно было столкнуться. А с другой стороны, иногда все-таки хочется им сказать и доказать, ну, люди, послушайте, откройте глаза, откройте уши, снимите лапшу, снимите розовые очки, да,
Посмотрите на мир так, как вижу его я. Посмотрите на ситуацию так, как, ой, вижу ее я. Посмотрите на жизнь так, как вижу ее я. Вот что-то здесь идет у вас такое. Вот кто себя узнал, для вас сегодня будет у меня расклад «Твоя любовь». Какая она, да, как мужчина себя чувствует. И, конечно же, я теперь понимаю, почему вы зашли на этот расклад, потому что неосознанные люди, да, те, кто не хотят разбираться в себе, а просто или принца ждут, или считают, что у меня не ладится в отношениях, потому что все мужики козлы, ведь у меня никаких проблем нет, да, я все делаю правильно, это мне просто не везет, или они просто плохие. Так вот, люди, которые зашли на этот расклад, действительно копаются в себе, копаются, разбираются в этой жизни, ищут ответы на вопросы, поэтому как нельзя более актуален этот расклад для вас. Итак, какая она твоя любовь? Давай посмотрим сценарии построения отношений с мужчинами в прошлом. Итак, твоя роль в отношениях с мужчинами в прошлом. Как ты себя вела с мужчинами, с которыми строила отношения, с мужчинами, которых любила в прошлом. Твоя роль в отношениях с мужчиной. Мужчине в отношениях рядом с тобой отводилась какая роль в прошлом, да? Какая роль, какая позиция у мужчины рядом с тобой была в отношениях? Они как проявлялись по отношению к тебе, они как себя вели. И вопрос, как себя чувствовал, как ты себя чувствовал в этих отношениях, ты знаешь, мы не будем смотреть, а мы посмотрим, как себя мужчина чувствовал раньше в отношениях рядом с тобой. Как себя чувствовал мужчина раньше в отношениях рядом с тобой. И следующее, что мы посмотрим потом, что тебе удалось проработать и какими смогут быть твои следующие отношения, да, то есть вот если ты начнешь строить отношения, выстраивать, да, появится подходящая кандидатура и так далее, то какими они смогут быть, твои новые отношения, потому что здесь человек, который явно занимается самопроработками. Постоянно что-то мужчине доказываю. Я, с одной стороны, глубоко люблю, вот, с одной стороны, я глубоко люблю, отдаюсь, открываю всю душу, абсолютно искренне, да, абсолютно открытый человек, абсолютно доверчивый. Но в то же время мне необходимо контролировать ситуацию. Мне необходимо быть у руля в этих положениях. Мне необходимо держать под контролем. Мне необходимо рулить, может быть, да, направлять эти отношения для ощущения собственной безопасности. И вот из-за того, что здесь две ипостаси, с одной стороны, наивная девочка, которая очень хочет любви, мягкая, уязвимая, да, такой, можно сказать, ребенок, да, неокрепший, с неокрепшими чувствами, с неокрепшей нервной системой, можно даже так сказать, да, а с другой стороны, лидер. А с другой стороны лидер, с другой стороны сильная личность, с другой стороны человек, которому необходимо понимать свою значимость, да, соответственно, человек, предъявляющий требования какие-то мужчине в отношениях, да, ожидающий от него согласия, да, чтобы он соглашался на тот сценарий, допустим, который ты хочешь писать в отношениях. Отсюда у тебя в отношениях постоянно эмоциональные качели и борьба, доказывание, может быть, нет, я тебе докажу, что я тебя люблю, а ты меня не любишь. Я тебе докажу, сколько я для тебя сделала, а ты для меня не сделал. Или я тебе докажу, что я самостоятельная, что я без мужчины могу, что я в тебе не нуждаюсь, что я с тобой просто потому, что я тебя люблю, а не потому, что я тварь меркантильная. Поэтому держись за меня крепче, где ты еще такую женщину найдешь. Здесь идет доказывание я сама, я могу, и в то же время абсолютно искренне, абсолютно открытые сердечные чувства, да, без каких-либо намеков на использование мужчины, на меркантильность и так далее. Но здесь есть такой теневой аспект силы, все-таки я сама. Отсюда наверняка сложности в отношениях. Вот так тебя мужчины видели в отношениях. Как мужчины себя чувствовали рядом с тобой в отношениях? Ну а что с такой женщиной? Конечно, с такой женщиной лучше всего дружить. Вот друга бы такого иметь, да? Друга бы такого иметь хотел, как ты. Забыла, как фильм называется. Хороший старый советский фильм.
Ладно, вспомню, скажу название. Там двое мужчин в одну женщину любили, да, причем один искренне ухаживал, он был милиционером, а она любила другого, который впоследствии стал инвалидом. И вот он полюбил ее только тогда, когда он стал инвалидом, ну, когда она положила свою жизнь к его ногам, ухаживая за ним. Забыла фильм, как называется. Так вот, этот милиционер пришел просить ее руки, а она сказала: нет, куда я его брошу, я его люблю, я с ним всю жизнь проживу. И вот этот вот инвалид, так скажем, сказал менту этому: Вася, друга бы я такого хотел иметь, как ты. Вот про тебя та же самая история. У тебя через френдзону ты такой хороший друг, такой боевой товарищ, но когда ты в отношениях, ты начинаешь мужчине доказывать, что ты ему ровня, а то еще и сильнее, да. Так вот, через дружбу у тебя, через френд-зону могли начинаться тайные связи, где ты была любовницей женатых мужчин. Вот. И причем вот как раз-таки в плане любовницы, да, как любовница, к тебе относились несерьезно. На себя не брали какие-то обязательства, ответственность. А знаешь почему? Знаешь, почему ты не могла положиться на своих мужчин? Потому что это изначально не предполагалось. Мужчина понимает, что такая женщина, как ты, без него не пропадет, соответственно, она на него не полагается, соответственно, у него ощущение: да я в принципе-то ничего не должен, не обязан, да, я свободен, я могу поступить так, как я захочу, она в любом случае не пропадет. Чувство вины мужчин по поводу тебя никогда не преследовало, а вот чувство гнева, да, а вот чувство гнева могло преследовать, да, мужчина начинал злиться и раздражаться, когда, в какой момент, в ответ на что? Вот на твою борьбу, да, ну вот, собственно говоря, вот мы и смотрим. То есть у тебя здесь мог быть секс по дружбе, у тебя могли быть глубокие, сильные чувства, но будучи твоим самым близким другом, идя к тебе с любой бедой, с любой радостью, тем не менее, да, как любимую женщину тебя мужчины могли не выбирать. То есть ты такой боевой товарищ, боевая подруга, да. Ты женщина-вдохновитель, ты женщина-муза, ты женщина для мужчины волшебный пендель. Чаще всего к тебе притягивается, скорее всего, мужчины с синдромом жертвы, ну, у которых есть привычка жалеть себя по жизни, да, те, которые не готовы принимать ответственность за то, что происходит в их жизни. Такие мужчины к тебе притягивались? Такие. Ну, потому что здесь у тебя, да, позиция, ну, женщина-мамочка на тебя, конечно, не вышла, это уже плюс у нас, уже хорошо, но такой момент «я сама» здесь вышел, да. Ну, как правило, мужчина, который не готов нести ответственность ни за что, готов себя жалеть, перекладывать ответственность на других, вот к такой женщине, как ты, и притягивается. С такими мужчинами у тебя, кстати, через френдзону и серьезные могли тоже отношения начинаться, даже вплоть до семейных, и там ты была мужик. Понимаешь? Там ты была мужик, а мужчина, вот ему все страшно, страшно пытаться продвигаться в этой жизни, страшно себя позиционировать по-настоящему в этой жизни, да, вот как-то бы спрятать бы голову в песок, да, как страусу. Вот так вот мужчины рядом с тобой, такую роль они играли. Много мужчин оставили негативный след на твоем сердце. Боль, негативные эмоции. Сейчас ты, скорее всего, считаешь: да пошли они все. Да пошли они все, эти мужчины. Я пошла в саморазвитие, да. Но когда ты исключаешь какое-то важное звено, какую-то важную составляющую из своей жизни, вот, например, сейчас, в частности, ты настолько разочарована в мужчинах, что раз ничего у меня не получается им доказать, они не принимают мою тактику, мою стратегию, меня как личность они не принимают, пошли они к черту, я больше расстраиваться не хочу, я больше разочаровываться, болеть сердцем я не хочу, поэтому я, ну и что одна, хочу халву, ям, хочу пряники, иду в саморазвитие. Но пойми, во всем нужен баланс, во всем. Поэтому, да, можно... Помнишь, Москва слезам не верит, да? А ты не хотела, ты только не спеши своим детям рассказывать, что когда всего добьешься, больше всего хочется выть в подушку, да? Вот. Я никак не пропагандирую ее отношения с Гошей, кстати говоря. Это вообще там фильм для разбора, для психолога. То есть женщина успешная, женщина состоявшаяся, выходит замуж за за мастера, да, у которого ничего
да, кроме одного его костюма и плаща, да, да, он все отдал жене. Ну, вы знаете, если бы у них были с прошлой женой достойные отношения, они бы достойно из них и вышли, да. И не сидел бы он там, водку не локал, не жрал с пивом, простите меня, если бы это был гармоничный, ну, достаточно здоровый психологический человек. То есть, конечно, там такое, знаешь, притяжение триггеров пропагандировано в этом кино, да. Я всю жизнь тебя ждала, да. Что значит я всю жизнь тебя ждала? Ты жила свою жизнь, она у тебя одна, да, и там его прорекламировали как свет в окне, вот она, вот у нее все есть, и дочка красавица, и квартира шикарная, и сама она красавица, и успехи у нее, да, как это сказать-то, достижения есть. Но вот все, вот появился Гоша, свет в окне, а вот он ушел на неделю, пропал, и все, свет в окне погас. Вот это, конечно, пропаганда нездоровых отношений. Никак я в этом фильме не могу принять с точки зрения психологии, да, вот эту вот пропаганду. Лишь бы какой-нибудь, но прижаться. Ой, какого хорошего человека я встретила, да, который вместо того, чтобы по-взрослому поговорить, порешать проблемы, возникшие между нами, он просто исчез, молча запил на неделю, да. Вот поняла, да, исключать одну ипостась из жизни, это значит, что будет ощущение дисгармонии, дисбаланса, да, это уже тебе такой совет, рекомендация. Нельзя что-то полностью исключать из своей жизни, не надо. Лучше это прорабатывать, вот это в идеале. Как мужчины себя чувствовали рядом с тобой в прошлом? Они на твоем фоне выглядели неуспешными. Да, у тебя есть чувство эмпатии. Ты отсюда, почему и, как говорится, с тобой так тянутся дружить мужчины? Потому что ты понимаешь, как никто другой, у тебя есть чувство эмпатии. Ты это слышала не раз. Ты меня так понимаешь, да, или кому еще я могу это рассказать, да? Вот, но, в общем-то, рядом с тобой мужчины свою ценность не чувствовали, не чувствовали. И, в общем-то, мужчины рядом с тобой не росли, не росли. Почему? Перспектив не видели, почему? Ну, потому что так уж получалось, что в отношениях рядом с тобой мужчина начинал понимать, что он, в общем-то, тебе ничего не дает, да и дать не может. Потому что все, что тебе нужно, ты можешь себе дать сама, взять сама, сделать сама, добиться сама, да? Отремонтировать сама, все ты можешь, ты все ты можешь сама. И у мужчины не было стимула тебе показывать и доказывать, какой он герой, какой он молодец. Ну, потому что ты за это не поаплодируешь, потому что для тебя очень важна независимость от мужчины, независимость в отношениях. Почему? Для чувства собственной безопасности. Тогда меня не раздавят, да, если мною пренебрегут. То есть здесь мужчина свою ценность рядом с тобой не чувствовал. Хотя на начальном этапе отношений такую иллюзию ты могла создавать, да. А вот потом уже, когда поглубже отношения завязываются, мужчина, ну, в общем-то, наверное, чувствовал себя каким-то не до рядом с тобой, не до. Все время не до. И, скорее всего, отношения застревали на этапе неразвития, да. Сначала вот бурные чувства, вроде такая тяга неимоверная, а потом начинается эмоциональные качели, отдаление, да, и размышления о том, почему так случилось, почему произошло, а ты потом размышляешь, почему мы расстались, почему он меня от себя отталкивает, да. Ну, да вот потому что на начальном этапе ты лапушка-заячка, очень хорошо все понимающая, а потом ты начинаешь мужчине доказывать, что ты все можешь, в общем-то, и сама. Зачем мужчине тогда рядом находиться? Угу. Потому что, когда ты мужчине показываешь, что ты можешь сама, тем самым ты ему указываешь на то, чего не может он. Вот. Это в прошлом. Давай посмотрим, что из этого ты смогла проработать по мнению высших сил, да? То есть здесь очевидны некоторые перекосы. Женщина-доказыватель мужчинам, да, что я молодец. Что ты смогла проработать, осознать и проработать? То, что я
сильно загораюсь, ставлю себе цели, начинаю, в общем-то, переделывать или формат отношений, ускорять эти отношения, развивать эти отношения, или мужчину в этих отношениях начинаю переделывать. Я слишком бурная река. Бурную реку сложно перейти, по бурной реке сложно плыть, невозможно практически, да. То есть я создаю проблематику, да, бурная речка, я горная речка, я создаю проблематику в отношениях. Я пыталась себя сдерживать, но ведь это обман. Как ты сама, Алена, мне только что сказала, да, на начале отношений, ну, мы все другие, мы все, и мужчины другие, мы другие, потому что мы очень хотим понравиться. А потом, когда уже мы, в общем-то, ну, так скажем, чуть расслабляемся в отношениях, в нас проявляются наши истинные черты, но ведь это же обман, да, если я вот прям и рот на замке держу, и вся такая в глазки ему заглядываю, но это же обман. Этот обман рано или поздно вскрывается, он все равно увидит, что я сильная, он все равно увидит, что я лидерша, он все равно увидит мои стремления к росту и мое несогласие с тем, если мужчина не готов расти, не готов трансформироваться, не готов меняться. Конечно, я ему буду распинывать жопу, простите, работать волшебным пенделем, и, конечно, от этого ему будет некомфортно. Все это я осознаю, но ты мне хочешь сказать но? Сколько бы я чего не пробовала, в итоге так получилось, что я зашла в полный тупик. Тут получается, либо я себя теряю в отношениях, либо я мужчину теряю, отношения теряю. И где выход? Где выход? Я пыталась и вот так выстраивать отношения, и вот так я пыталась вот выстраивать отношения. И пыталась дождаться, пока мужчина инициативу проявит. Понятно, тебе более, как это сказать, по крови самой, да, инициировать, развивать, продвигать, по крайней мере, провоцировать, да, вот это все. Но я пыталась и так, и выжидающую позицию занимать, и слабую позицию занимать. Ну, ничего не получается. Но не могу я встретить того мужчину, достойного меня, который бы мне соответствовал как пара, как партнер. Все эти отношения заходят в итоге в тупик. Ну, хорошо. Что для себя ты приняла какое решение на сегодняшний день? Башня, да? Я счастье в любви искала, не нашла. Теперь я буду искать свой жизненный путь. А кто-то я буду искать большой заработок, еще что-то, да? Что-то другое я буду искать, потому что любви я искала, но не нашла. Да, искала, но не нашла. Ну, давай. Все-таки, поскольку должен был быть вопрос в конце, вот если ты прямо сейчас будешь строить отношения, да, вот прямо сейчас, то насколько ты... Господи, как начну расклад записывать? Так, звонят какие-то незнакомые номера из Санкт-Петербурга, еще откуда-то. Вот, ну зачем? Зачем? Мне, если хотите от меня расклад, нужно писать в WhatsApp. Вот представьте ситуацию, я беру трубку, алло, здравствуйте. А вот меня интересует такой расклад. И я вам начинаю полчаса рассказывать, какие у меня там расклады, как я работаю, что я делаю. Так, а потом вы мне говорите, ой, нет, меня, допустим, это не устраивает, ваши принципы или там, ну, ладно, когда-нибудь потом, да. А я на каждого человека, звонящего, потратила по полчаса своей жизни. Зачем? Я вам лучше скину большое объемное сообщение, которое вы прочитаете, когда у вас будет время, когда у вас будет желание, или сразу прочитайте, сразу мне ответите, да, я вот такой вот хочу расклад. Или я вот хочу такой расклад, но я вам напишу попозже, после получки. Очень часто так девчонки пишут, и ведь правда, потом обращаются. Ну что, вот если ты сейчас прямо будешь строить отношения, да, как ты себя в них сможешь позиционировать, исходя из всего того, что ты осознала и проработала на сегодняшний день? Какая ты сможешь быть сейчас с мужчиной, если ты начнешь новые отношения? И как себя мужчина будет чувствовать рядом с тобой, если вы прямо сейчас, вот, ну, где-то, да, в ближайшее время будете начинать новые отношения? Ой, много. Поехали. Итак, какая ты будешь? А ты уже просветленная. Ты уже на новом жизненном пути, вся израненная, вся. Вот ты уже перешла, знаешь, я ушла из спорта в тренера. Все, я больше не практикую, я обучаю. Угу.
Я раздаю советы, я учу людей, как жить, я делюсь своей мудростью, я делюсь своими знаниями, или я расту там, да, самопросветляюсь, саморазвитием занимаюсь, там, стремлюсь к осознанности и так далее. Но я сейчас не готова строить отношения, потому что все, я уже не верю в то, что я могу быть счастливой в отношениях. Я перешла в позицию тренера, да, 2 карты учителя выходят. То есть ты вообще не готова сейчас к отношениям? Перевернутая оценка. У тебя перечеркнуто внутреннее желание, когда меня наконец-то полюбят. Здесь отрицание этого вопроса идет. Я больше этот вопрос не задаю, когда меня наконец-то полюбят. Нет, ну а вообще, какого формата отношения ты способна сейчас с мужчинами выстраивать? Ну, какого-то формата способна? Нет, если я сейчас буду выстраивать отношения, то это сразу будут эмоциональные качели. Слишком много там накипело, слишком много там к ним накопилось вопросов, претензий, боли и так далее. Да, следы оставлены, знаешь, как грязными сапогами, сапожищами находили. Нет, я сейчас предпочитаю спокойствие, стабильность. Вот оставьте меня, да, вот оставьте меня. Вы с собой несете только боль, только разрушение. Ну а мужчины рядом с тобой себя как сейчас чувствуют? Там, ты мужчинам по-прежнему интересно, нравишься. Здесь даже кто-то из прошлого жаждет возобновления отношений с тобой. Особенно, видимо, по весне здесь о тебе мужчины фантазируют. Ох, как ты сейчас в их глазах выглядишь, слушай. Вот сейчас, когда ты вышла в тренерство, ну, то есть такая для себя сделала вывод, ну, кто-то к тебе, допустим, там подкатывает, да, ты такая, вы, молодой человек, ничего не попутали, нет? Вы это мне? Вы серьезно? Вы знаете, я завязала. И они такие, ой, какая интересная женщина, какая необычная, интересная женщина. И вот такие, знаешь, инфантильные, которые хотят прижаться к кому-то сильному, к какому-то авторитету. Ты сейчас для них такой вот, для вот этих вот инфантильных, кстати, тебе сейчас молодые могут начать тянуться прям вообще. Вот чувствуя эту твою энергетику, что типа я вышла в позицию, ну, тренера, родителя еще, грубо говоря, да, так скажем, да. Я не ищу для себя, все, я жизнь познала. Вот сейчас к тебе инфантилы будут влюбляться в тебя, молодые пацики, и не молодые, но и такие, знаешь, инфантильные, да, потому что ты для них вообще какая-то просто супер сучка, вот просто вот так, по-другому не скажешь. Кстати, если ты сейчас примеришь на себя этот образ, не обязательно такой вырез, я имею в виду, прилизанная там прическа, темные очки, да, там кожак, что-нибудь такое, вот это тебе по энергетике максимально подойдет, а может быть просто строгий, допустим, костюм. В общем, какая-то супер сучка, вот так скажешь. Стерва, прости, другое слово-то, ну ладно. Супер стерва какая-то такая, блин, какая интересная, как ее разгадать, как так сделать, чтобы туда, в эту вот крепость, да, потому что от тебя сейчас пули отлетают, не только пули, но и пушечные ядра, да, отлетают. Вот как мне туда, вот чтобы она мне открыла ворота, впустила меня туда внутрь, в эту крепость. И, блин, тогда в этой жизни ничего не страшно, если прижаться к этой женщине. Вот сейчас такие мужчины к тебе могут притягиваться. Совет тебе по поводу построения личных отношений сейчас. Не отрицай наслаждение в моменте. Не отрицай наслаждение в моменте. Не отрицай, во-первых, плотские радости, радости тела. Не надо свое тело держать, как в ежовых рукавицах, в аскезе, да. От радости жизни не отказывайся. Отдыхать тебе надо, радоваться жизни. Это укрепит тебя, укрепит твою веру в себя, даст тебе силы на движение вперед, на которое ты сейчас настроена, да, на продвижение, на самореализацию. А про отношения это что? Тебе сейчас, вот знаешь, что можно извлечь из твоего состояния? К тебе сейчас не прилипнут те, кто тебе ничего не может дать. Ты их лесом пошлешь. То есть ты сейчас не будешь соглашаться на меньшее, да? Ты уже осознала, поняла, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. На какие-то микропредложения ты соглашаться не будешь. Давай там это самое, как это? Ты мой друг, и я твой друг, мы друг друга, дрюк. Вот такое я высказываю. Это не моя цитата, это я от одного товарища много лет назад слышала. Вот так предлагали подружить. Ты мой друг, я твой друг, мы друг друга, дрюк. Я сказала,
Не интересуюсь, спасибо. Вот здесь примерно точно так же. Ну что, девочки, жду ваших комментариев, насколько глубоко затронул струны вашей души этот расклад, насколько я попала в точку по вашей энергетике сейчас. Всех вас обнимаю, жду вас на новых раскладах. С вами была Алена. Пока-пока.